Дорогие друзья, мы возобновляем выпуск серии «Кофе со вкусом Чернобыля». И на этот раз мы поговорим о 2013 году. Для меня он был очень тяжелый, знаковый, какой угодно. Но именно в этом году ГСП ЧАЭС в лице генерального директора Игоря Ивановича Грамоткина подала иск в суд на меня с требованием дать опровержение информации, которую я изложил в статье «Объект укрытия 12.02.13. Ничего магического, просто разгильдяйство» по поводу обрушения кровли в Машзале. Я сомневаюсь, что вы все помните этот момент. Не все отслеживали. Это все фигня, я вырежу. Итак, кроме того, есть еще один повод. Когда мы ездили на море с Аней и в Одессе, успели до того, как Одессу затопило, но нас успело намочить там ливнем и побить немножко градом, а я успел купить вот такую турочку замечательную. Она такая тяжелая, приятная в руке, с крышечкой. В общем, классная турочка. И сегодня мы на походной горелочке сварим кофе. Параллельно я вам буду рассказывать. Итак, мало кто помнит, что зима в том году удалась, очень снежная. Я, честно говоря, очень люблю снежные зимы, так как мое детство и юность прошло на Урале. И зима без снега — это вообще не зима. Вы бы представляли, как мне было плохо в Энергодаре в 86-87 году, когда на Новый год идет дождь. Это же гидота. Новый год с дождем? Это же хрень. На Новый год должен быть снег. Правда? Вот, и Аня согласна. Снег должен быть. Пушистый снег. Что такое? По теме. Да. Так вот, в феврале 2013 года выпало хорошо, много снега, но один нюанс. Он был сырой и влажный, тяжелый. И 12 февраля я был в Харькове, поехал проведать дочь, когда она еще училась в Академии искусств. И ближе к вечеру ко мне приходит информация, что на объекте укрытия что-то упало. Честно говоря, к тому времени я от чернобыльской темы старался держаться подальше. Она мне уже, честно говоря, надоела. Упала, думаю, мало ли что там журналисты могут наговорить. Но ближе к ночи мне позвонил сын, который на то время еще работал дозиметристом на объекте укрытия. С ним мы потом обязательно еще поговорим. И на самом деле сообщил такую новость, что на объекте укрытия в Машзале упал целый пролет, то есть перекрытие Машзала. ЧП. И я, честно говоря, не хотел ничего писать. Через день я вернулся в Славутич, информации поступало еще больше. И в конце концов информация достигла своей критической массы, и я родил статью. Статья была опубликована 19 февраля на сайте Атоминфо. Рассылка с этого сайта идет в Кабмин, в администрацию президента. Именно вот таким вот образом она и попала к Игорю Ивановичу Грамоткину. И надо сказать, что в 2013 году это был последний год, когда я работал над книгой для Белоярской атомной электростанции. В 2014 году они праздновали 50-летие со дня пуска первой в мире атомной электростанции. Я там начинал работать. И вот я готовил книгу, собирал материал. И это был последний год. И сижу я, в Заречном, собираю все материалы до кучи, что не хватает, чего еще добавить. И тут перед самыми майскими праздниками сын мне в интернете сообщает: папа, на тебя пришел иск. Игорь Иванович подает на тебя в суд. Я в шоке, я ничего не понимаю. За что? Это же прошло уже почти 3 месяца. 2,5 после опубликования той статьи. Он читает мне исковые заявления, таки да, из-за той самой статьи. И что делать? Они
он требовал просто-напросто дать опровержение и заплатить там какие-то 400, что ли, гривен судебных издержек. Еще раз говорю, я впал в прострацию, в шок, испуг. Я не знаю, как объяснить то мое состояние. Я нахожусь за 3000 километров, а тут суд 10 июня. Я понимаю, что у меня работа здесь над книгой может пойти на смарку, я ничего не успеваю. И что вообще делать, понятия не имею. И признаться, была мысль плюнуть на все, согласиться, послать их по известному адресу, дать опровержение и забить на них большой ржавый болт. Ну, на них имеется в виду на Игоря Ивановича и станцию. Вот. Сейчас, секундочку, надо ж кофе включить, а то я что-то заболтался тут. Вот. То, что турочка, горелка шумит, это ненадолго. Короче, потом я начал общаться в интернете, списался с разными, ну, я тут же в Фейсбуке кинул клич, адвокаты, откликнитесь. И мне сказали, что ничего страшного, зря ты так переживаешь, в принципе, можно выиграть. Я связался с нашим славутским адвокатом Прокопенко, вот, и он меня тоже успокоил. Короче, я решил судиться. Единственная была проблема, 10 июня я не успевал вернуться, а он, как адвокат, не успевал подготовиться. Поэтому с его слов я составил телеграмму на адрес суда с просьбой перенести слушание на вторую половину июня. Он мне тут же сказал, что судья уйдет в отпуск, и заседание будет только в конце июля, и успеем нормально подготовиться. Ну, так оно, собственно говоря, и получилось. Вот, я выслал телеграмму в суд, мне пошли навстречу. И первое заседание было 25 июля. Честно говоря, ну, я все равно волновался. И, ну, знаете, кто ты такой? Маленький человек, а тут государственное предприятие с международными проектами на площадке, у него за спиной там доноры и банки, и БРР, короче, ну, мандражик был трошечки. Но в уверенности мне придавал, во-первых, адвокат, и, во-вторых, немаловажная деталь. В 2011 году, когда я написал свою книгу «Живо, пока нас помнят», мой друг посоветовал мне, вернее, предложил вступить в Союз журналистов Украины. Я тогда заортачился, да нафига это надо, да зачем, я не журналист. Он сказал, какой же ты не журналист, такую работу проделал, именно журналистскую, опросил стольких людей, собрал до кучи материал. Ну, короче, он меня убедил. И в 2011 году я стал членом Союза журналистов Украины. Но особо об этом вообще нигде не афишировал, не рассказывал. Свои статьи, которые я писал, я никогда не подписывал. Александр Крупный, член Союза журналистов Украины. Ну, хрень собачья, не мое это. Вот. Но в данном случае на суде мне это очень сильно помогло. Я съездил в киевскую организацию Союза журналистов, объяснил, что вот так и так. И они согласились тут же написать письмо в мою поддержку. И на суде присутствовал от члена Союза журналистов представитель, который высказался, естественно, в поддержку деятельности журналистов. Но для администрации Чернобыльской АЭС это было, наверное, не меньшим шоком, чем для меня сам суд. Они не знали, что я журналист. Они думали, что они судятся с обыкновенным гражданином. А оказалось, что судятся с журналистом, и это трошечки меняет все дело. Короче, на суде я попросил приобщить к делу копию моего удостоверения члена Союза журналистов. Представитель станции попытался возразить, вернее, не попытался, а возразил. Но судья не приняла его возражение в расчет и приобщила к делу мое удостоверение.
На том же заседании станция свои требования с 5 претензий расширила до 9, и поэтому заседание перенесли на 8 августа. И 8 августа почти 8 часов заседаний закончились моей победой. Я думаю, что Игорь Иванович этого не ожидал. Следующим их шагом была апелляция. Я надеюсь, мы успеем дописать за дождя. Да, тучки там вон свинцовые. Апелляцию мы тоже выиграли, но Игорь Иванович на этом не успокоился. Они подали кассацию в высший суд, и в декабре 2013 года высший суд отклонил их кассацию и оставил решение Славутского суда и апелляционного суда в силе. Кроме того, администрация станции выплатила мне 2000 гривен расходов на правовые услуги. После этого Игорь Иванович делал все возможное, чтобы не пустить меня в Чернобыльскую зону официальными путями. Меня приглашали, включали в программы посещения. Он меня вычеркивал или говорил, мне потом сами же представители говорили, у нас условия поставили, или мы тебя вычеркиваем, или нас не пускают. Честно говоря, я тогда был очень удивлен таким отношением Игоря Ивановича. Ну, блин, ну проиграл ты, ну признай. И, ну нет, вот так вот по-мелкому гонить. Ну, вот такой человек. Так, кофе у нас сварилось. Вот тут вот у меня под ногой стопочка документов, как раз таки суда. Исковое заявление и решение всех 3 судов я выложу в ссылочке к видео. Кому интересно, почитают, не буду зачитывать, тратить на это время. Но отдельно хочу вот что сказать. Станция предоставила мне один документ, очень интересный, на мой взгляд, очень интересный, который, собственно, достоин, наверное, отдельного сюжетика небольшого, о сносе здания караульной службы. Вообще мало кто знает, что на территории промплощадки объекта укрытия было здание караульной службы, совершенно новое, построенное на западные деньги за $2 миллиона. И эти $2 миллиона, еловый сиропчик, сосновый сиропчик, и эти $2 миллиона, не моргнув глазом, за одну ночь снесли. Меня больше, я не знаю, что меня больше удивляло, сам снос здания или то, что его снесли ночью. То есть вот сегодня днем и вечером оно было, завтра приезжаем на работу, его нет. То есть его не просто снесли, даже все вывезли. Весь строительный мусор, все вывезли. Чистая площадка. И есть документ, который бы, я сомневаюсь, что получил бы какими-либо путями, может быть, неправедными путями я бы его получил. А тут вполне официально станция сама включила его в документы, которые она приводила в подтверждение своих требований. И он теперь у меня, этот документ есть, и я думаю, что о караулке надо будет сделать отдельный сюжет небольшой. Вот. А на этом моя судебная практика или судебных разбирательств как журналиста, надеюсь, никогда больше не будет. Вот таким был 2013 год. Вот так я судился, вернее, Чернобыльская АЭС судилась со мной и проиграла. На моей памяти, я, честно говоря, не помню, чтобы станция еще с какими-либо журналистами судилась, а тем более проигрывала. С чем меня и поздравляем. Ссылку на статью
И на материалы суда я дам ниже в описании к видео. Будем жить и не падайте духом. Что-то говорил. Я не знаю, насколько это все понятно. Ты все еще пишешь?